Всем привет, меня зовут Аня, это канал Рукоделец. Сегодня я предлагаю связать вот такой летний топ. Сначала я коротко расскажу о том, как связать подобные топы, а затем уже на примере вязания этого топа покажу основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Внизу под видео будет тайминг, и вы сможете перейти на интересующий вас раздел, нажав на определенное время. И давайте начнем. Топ я рекомендую вязать из летней пряжи метражом от 400 метров в 100 граммах и тоньше. Я вязала из пряжи Thin Line от Sandnes Garn. Здесь 220 метров в 50 граммах. В 100 граммах получается 440 метров. Здесь в составе хлопок, лен и вискоза. И на такой топ мне потребовалось меньше 3,5 мотков. Топ вяжется спицами по кругу снизу вверх. Основной узор топа полупатентная резинка. Но для того, чтобы полотно не выглядело просто обрезанным, внизу нужно сделать какую-то резиночку. В моем случае это не совсем резинка, это чередование одной лицевой, одной изнаночной петли. Но лицевые здесь вытянутые, и это полотно не имеет свойств резинки, то есть оно не эластичное. Более того, оно намного плотнее, чем основной узор. Поэтому в данном случае для вязания вот этой условной резинки я брала спицы большего размера, чем основное полотно. Здесь, конечно, нужно связать несколько образцов и посмотреть, какой размер спиц вам больше подойдет. Дальше я вязала по кругу полупатентной резинкой до момента формирования пройм. Здесь я выделила вот эти изнаночные петли по бокам и по центру спереди и по спинке, и разделила все остальное полотно на 4 части. В дальнейшем из изнаночных петель я буду вывязывать 2 петли, которые станут кромочными для пройм и для горловины. И для того, чтобы формировалась красивая окантовка по пройме и по горловине, я выделила несколько петель, в моем случае это 8 петель по краю полотна, которые я вязала без изменений, то есть без убавок. По пройме, для того, чтобы она была более плавная, сначала я делала убавки в каждом втором ряду, затем в каждом четвертом, и далее вязала уже без убавок. Горловина у меня начинается чуть выше, чем проймы. По горловине я делала убавки в каждом втором ряду, пока эти 2 окантовочные линии не соединились. И дальше я уже вязала без убавок, а в конце сшивала трикотажным швом. Все убавки я делала только в лицевых рядах. Количество петель по пройме и горловине может быть любым, на ваше усмотрение. Можно сделать пошире или наоборот поуже. Также можно делать разное количество петель по горловине и по пройме. В моем случае горловина находится выше уровня пройм, как по переду, так и по спинке на одном и том же уровне. Но можно, например, делать на одном уровне с проймами, а можно делать ее еще глубже. Можно делать по спинке горловину выше, по переду ниже или наоборот. Это все на ваше усмотрение. Также такой топ можно связать и укороченным, например. Сейчас мы видим параметры этого топа в сантиметрах. Ширину топа я указала 40 сантиметров, но это не значит, что он подойдет для тех, у кого обхват груди меньше 80 сантиметров. Надо понимать, что это резинка, и она очень хорошо растягивается. На самом деле я ношу размер XS, и этот топ мне нравится, что получился довольно свободным, и я предпочитаю носить его, подпоясавшись, например, ремнем сверху, либо заправив широкие брюки на высокой посадке. И если говорить о моем голубом топе, то я набирала 280 петель на спице 3,5,
Вязала 10 рядов условной резинки с вытянутыми петлями. Далее переходила на спицы номер 3 и вязала 160 рядов до момента формирования пройм. Далее я распределила все 280 петель на 4 части лифа, исключив изнаночные петли по бокам, спереди и по спинке. И у меня получилось по 69 петель. И отделила по 8 петель на линию вдоль пройм и по горловине. Горловину я начала формировать, когда по пройме сделала 8 убавок в каждом втором ряду, то есть в каждом лицевом ряду. Всего по пройме я сделала 16 убавок в каждом втором ряду и 8 убавок в каждом четвертом ряду. Далее вязала уже без убавок. По горловине у меня получилось 30 убавок до момента соединения этих линий по краю. У меня получилось 17 петель, то есть 8 петель с одной стороны, 8 петель с другой, плюс 1 изнаночная, соединяющая эти линии. И я провязала еще 26 рядов. Конечно же, у вас будут свои расчеты. И как я уже сказала, я вязала из пряжи Thin Line от Samness Garn. Здесь хлопок, лен и вискоза. Цвет у меня 59-30. Основное полотно я вязала на спицах номер 3. И плотность моего узора в 10 сантиметрах составила 30 петель на 23 ряда. Итак, начинаем вязать. Набираем 280 петель плюс 1 дополнительная петля для соединения вязания в круг. Набираем самым обычным способом на спицы номер 3,5, но стараемся сильно не затягивать. Когда наберем все петли, нужно проследить, чтобы вязание не перекрутилось. И теперь мы будем соединять вязание в круг. Переснимаем последнюю петлю на левую спицу и накидываем сверху первую петлю. Подтягиваем немножко нить и возвращаем петлю обратно на правую спицу. Теперь мы будем вязать резинку 1 на 1, но с вытянутыми лицевыми петлями. Итак, изнаночная петля, переснимаем петлю, нить за работой, изнаночная петля, переснимаем петлю, нить за работой, изнаночная петля. Таким образом мы будем чередовать до конца этого ряда. В конце ряда я помещаю маркер, и во втором ряду мы вяжем по рисунку изнаночная, лицевая, то есть чередование изнаночных и лицевых петель. Третий и последующие ряды мы вяжем, повторяя первый и второй ряды. То есть здесь мы провязываем изнаночная, переснимаем лицевую нить за работой и так далее. В четвертом ряду, соответственно, вяжем по рисунку. Вяжем на нужную нам высоту. В моем случае это 10 рядов. Вот так они выглядят. И теперь мы переходим к основному узору. Провязываю последнюю петлю. Теперь вяжем изнаночной, и следующую лицевую мы переснимаем вместе с накидом. Изнаночная петля, накид, и переснимаем его вместе с лицевой петлей. Изнаночная, и переснимаем петлю вместе с накидом. Так вяжем до конца ряда. А во втором ряду нашего основного узора мы провязываем по рисунку, то есть вяжем изнаночную, а вот эту петлю вместе с накидом мы провязываем лицевой. Далее изнаночная, петлю вместе с накидом провязываем лицевой. Таким образом вяжем до конца ряда. Повторяя первый и второй ряды нашего основного узора, мы вяжем на нужную нам высоту до пройм, исходя из наших расчетов.
Итак, я довязала до пройм, и здесь у меня 160 петель основного узора. Если считать по лицевым петлям, то их получится в высоту 80, плюс 10 рядов резинки. И до ВДО у меня получается здесь 30 сантиметров, но после полотно еще существенно вытянется. Сейчас мы начнем вывязывать проймы, но прежде я предлагаю распределить петли полотна маркерами. Эта линия изнаночных петель обозначает как бы шов с левой стороны топа. Его можно обозначить с двух сторон маркерами, но я сделаю вот таким образом, то есть повешу на саму эту линию. У меня маркер легкий, поэтому он не утяжеляет и не растягивает петли. И из этой линии нам нужно будет вывязать 2 петли, таким образом они будут расходиться в разные стороны. Точно так же я вешаю маркер спереди, посередине на этой линии изнаночных петель, с правого края и сзади. И вот эта часть от края до середины у меня составляет 69 петель без учета изнаночных. И здесь мы будем вывязывать левую часть лифа. И как мы уже говорили, мы будем вывязывать 2 петли, одну из этой петли, а вторую из петли предыдущего ряда. Вот таким образом у нас будут расходиться петли в разные стороны. Или же вот так. Здесь не имеет принципиального значения, каким образом мы будем их вывязывать. Петли будут расходиться в разные стороны и образовывать кромочные петли. Если же мы будем вывязывать 2 петли из последней, то петли у нас получатся очень растянутые. Также нам нужно отделить несколько петель, которые будут образовывать окантовку проймы. В моем случае это 8 петель вместе с кромочной. И здесь я помещаю маркер. И эти 8 петель мы будем вязать без изменений, а все убавки будем делать уже после вот этого маркера. Точно так же нам нужно отсчитать 8 петель с правой стороны топа, и здесь поместим еще один маркер. Из этой петли мы вывяжем кромочную, а все убавки будем делать до этого маркера. Убавки посередине для горловины я буду делать чуть позже. Итак, начинаем вязать переднюю часть с левой стороны топа. Первую петлю я провязываю изнаночной, далее вяжу по узору, то есть переснимаю лицевую вместе с накидом, изнаночная и так далее. Вяжем таким образом до маркера. И теперь нам нужно сделать убавку, но убавку сделать таким образом, чтобы не нарушился сам вот этот рисунок. В данном случае я буду провязывать лицевой с наклоном вправо. Вот так. Дальше я вяжу по рисунку. Изнаночная, переснимаю с накидом. И так я вяжу весь ряд до правого края. Здесь я не дохожу 2 петли до маркера. Их я переснимаю таким образом и провязываю лицевой с наклоном влево. Далее после маркера вяжу по рисунку без убавок. Последнюю кромочную петлю здесь я буду провязывать изнаночной, так же как мы вязали в самом начале. Итак, мы провязали первый ряд переда и сделали первые убавки с двух сторон для образования пройм. Поворачиваем вязание. Кромочные петли нам нужно снимать таким образом, чтобы с краю получалась красивая аккуратная косичка. В данном случае я сниму вот так. Далее вяжу по узору, то есть накид вместе с изнаночной провязываю изнаночной, дальше лицевая. И так вяжем до маркера.
После маркера мы видим изнаночную петлю, соответственно провязываем ее изнаночной. Далее по рисунку до конца этого ряда. И последнюю петлю в данном случае я провязываю лицевой, чтобы у нас с краю получалась косичка. Теперь снимаем первую петлю, аккуратно ее придерживаем. Далее вяжем по узору, то есть снимаем лицевую вместе с накидом, придерживаем. После маркера нам нужно сделать убавку, не нарушив основной узор. То есть мы ориентируемся на вторую петлю от маркера, в данном случае изнаночную. Провязываем 2 вместе изнаночной. Далее вяжем по рисунку, не доходя 2 петель до следующего маркера. С правой стороны мы делаем точно такую же убавку изнаночной петлей. И когда будем уже вязать изнаночный ряд, эту убавку соответственно провяжем лицевой. И сейчас я уже сделала по 2 убавки с 2 сторон переда. Убавки посередине, то есть для формирования горловины, я сделаю чуть позже, когда провяжу по 8 убавок с 2 сторон. То есть это получается 16 рядов. Продолжаю вязать, делаю убавки в каждом втором ряду, как с левой стороны топа, так и с правой. В третьем лицевом ряду убавки мы делаем после маркера лицевой с наклоном вправо, а с правой стороны топа убавки лицевой с наклоном влево. Когда я уже провязала 16 рядов, то есть сделала 8 убавок с каждой стороны, я начинаю делать разделение петель для горловины и ее формирования. Для этого я также отделю 8 петель в одну сторону от центра и 8 петель в другую, учитывая то, что из изнаночной у нас вывяжется 2 петли. Мы продолжаем вязать, делая убавки со стороны пройм и подключим также убавки со стороны горловины. За 2 петли до маркера мы переворачиваем эти петли таким образом и провязываем лицевой с наклоном влево. Далее вяжем по рисунку до центральной изнаночной петли. И эту петлю я провяжу изнаночной. На самом деле не так важно, как мы провяжем последнюю петлю, сколько, как мы ее снимем в дальнейшем. В данном случае мне важно, чтобы по краю образовывалась красивая аккуратная цепочка. Так я продолжу вязать, делая убавки в каждом втором, то есть в каждом лицевом ряду со стороны пройм и со стороны горловины. И когда я уже сделаю 16 убавок по пройме и 8 убавок по горловине, по пройме я начну делать убавки реже, то есть через лицевой ряд, получается в каждом 4 ряду. Так я сделаю еще 8 убавок, а по горловине я продолжу делать убавки в каждом 2 ряду. Когда я сделала 8 убавок в каждом 4 ряду, я вязала уже без убавок со стороны проймы, а по горловине продолжаю делать убавки. У меня осталась последняя, ее нужно провязать изнаночной. Она же будет соединяющей петлей этих 2 окантовочных линий. Маркеры здесь уже можно убрать, они нам больше не нужны. Провязываем 2 петли вместе изнаночной. Последняя петля у меня здесь получается перекрученная, я ее вот так разворачиваю, провязываю лицевой. Здесь без накидов у меня получается 17 петель. Сейчас я провяжу изнаночный ряд и дальше я буду вязать без убавок на нужную мне высоту.
Я провязала 26 рядов и пересняла петли на дополнительную нить, можно их оставить на булавке, например. И теперь мы будем вывязывать правую часть лифа. И для начала нам нужно найти ту петлю, из которой мы будем вывязывать кромочную. Вот из этой петли мы уже вывязали, и нам нужна петля предыдущего ряда. Вот она, накидываем ее на левую спицу и провязываем ее изнаночной. Здесь нужно быть очень аккуратным и придерживать вот эти петли в начале. После маркера делаем убавку, в данном случае лицевой с наклоном вправо, и вяжем по рисунку. Итак, убавку мы сделали, и теперь обязательно делаем убавки со стороны проймы, точно так же, как мы делали и с левой стороны топа. В данном случае мы провязываем лицевой с наклоном влево. Я вяжу изнаночный ряд и подошла к тому месту, где присоединила нить. Нить нужно немножко подтягивать, чтобы петелька не распустилась. Вяжу по рисунку, подтягиваю еще раз нить, и эту петлю я провяжу лицевой и подтяну кончик. Эту нить мы потом заправим вот в ту сторону. И так у нас выглядит место соединения. Петли немного растянуты, но потом я их немножко подтяну в разные стороны. Нить можно заправить сразу, но обычно я это делаю в конце. Дальше мы будем вязать симметрично левой части топа с теми же убавками и количеством рядов. Когда мы связали переднюю часть, мы переходим к спинке. И здесь нам нужно сформировать дополнительно 2 петли с правой и с левой части топа. Из этой петли мы уже вывязали кромочную петлю. Берем петлю предыдущего ряда, набрасываем на левую спицу и провязываем ее изнаночной. Спинку я буду вязать точно так же, как и перед, с тем же ритмом убавок. В конце этого ряда по спинке, последняя петля у нас здесь получилась лицевой, мы ее снимаем по рисунку, то есть вместе с накидом, и сейчас найдем ту петлю, из которой нужно вывязать кромочную. Вот из этой петли мы уже вывязали, и соответственно берем петлю предыдущего ряда, набрасываем на нить и провязываем ее изнаночной. Здесь петли сильнее растянуты, но потом мы их тоже подтянем. Снимаю петлю таким образом, чтобы по краю получалась косичка. Я вяжу спинку точно так же, как вязала перед, с тем же количеством рядов и ритмом убавок. Когда спинка и перед у нас уже готовы, нам осталось сшить лямки. Для этого я пересняла петли обратно на спицы. Можно сшивать обычным способом, можно методом 3 спиц. Я попробую сшить трикотажным швом. И, как правило, для сшивания я оставляю нить подлиннее, здесь сантиметров 50-60. И для начала мне нужно разделить лицевые и изнаночные петли на 2 разные спицы. То есть кромочную и лицевую я снимаю на одну спицу, изнаночную на другую. Таким образом снимаю петли, чтобы лицевые плюс кромочные оказались на одной спице, а изнаночные на другой.
Вот что у меня получилось. На первой спице у меня 10 петель, и на второй спице, где изнаночные, там 7 петель. Поскольку сейчас я буду работать с лицевыми петлями, то петли на второй спице и сама спица будут немножко мешать, поэтому я их пересниму на маркер. Можно сразу переснимать на какую-то дополнительную булавочку, но мне так удобнее. То же самое мы делаем и со второй лямкой. Когда изнаночные петли уже пересняты на булавки, мы будем сшивать вот эти лицевые петли. Для этого вставляем нить в иглу и работаем с первой спицы, которая ближе к нам. Протягиваем нить слева направо в первую петлю и снимаем ее. Во вторую петлю протягиваем нить справа налево. Далее мы переходим ко второй спице, которая дальше от нас. Протягиваем нить справа налево и снимаем эту петлю. Далее слева направо. Оставляем петлю пока на спице. Возвращаемся к петлям на первой спице, протягиваем нить слева направо и снимаем эту петлю. Во вторую петлю протягиваем нить справа налево и переходим к петлям на дальней спице и проделываю те же самые движения. То есть мы работаем с двумя петлями поочередно на каждой спице. Первую снимаем, вторую провязываем, оставляем на спице и переходим к следующей. Внимательно следим за направлением нити. Вот что у меня получилось на данном этапе. Теперь я перехожу к изнаночным петлям, переснимаю петли с булавок на спицу. И проделываю те же самые движения той же нитью. То есть сначала протягиваю петлю слева направо, снимая ее, затем нить справа налево, затем переходим к петлям на дальней спице, протягиваем справа налево, снимаем первую петлю, затем слева направо, возвращаемся к петлям на ближней спице и так далее. Вот так у меня получился шов. Теперь оставшимися нитями с обеих сторон нам нужно немножко скорректировать стыки и заправить эти ниточки. Конечно, соединение получилось не идеальным, но выпуклых швов здесь нет. И если вы знаете другой, более аккуратный способ соединения лямок, то, пожалуйста, воспользуйтесь им. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это вот эти концы нитей, которые у нас образовались в 3 местах, но прежде чем их начать прятать, нам нужно уменьшить вот эти центральные протяжки. Для этого берем спицу и начинаем подтягивать петли, каждый раз вытягивая все меньше и меньше нити, буквально на 5-6 сантиметров. Таким образом нам нужно проработать несколько рядов, уводя петли в разные стороны. И когда протяжка уже уменьшена, можно начинать прятать кончик. Уводим его в эту сторону, повторяя движение нити. Сейчас нить у нас уходит вот туда. Вот так у нас должно получиться аккуратно. И на изнаночной стороне я обычно расщепляю эту нить. Здесь она состоит из 3 ниток.
И затем уже увожу эти тонкие нити в 3 направлениях, но все же повторяю движение петель. Они пойдут в разные стороны и будет небольшое смещение, но этого практически незаметно, поскольку эти ниточки очень тоненькие. Вот так у нас выглядит в готовом виде. И еще один важный момент, на котором стоит остановиться, это присоединение нити следующего мотка. На данном полотне лучше это делать в районе шва, иначе будет сильно заметны все уплотнения. Я обычно никаких узлов не делаю, а когда вяжу, просто присоединяю нить и в конце делаю пару стежков, затем расщепляю нить и увожу в разные стороны. Шансов распуститься таким образом у пряжи практически нет. И когда мы справимся со всеми кончиками, нам остается провести процедуру влажно-тепловой обработки и наслаждаться новым топом. И я очень надеюсь, что у вас получится классный топ. Отмечайте ваши работы хэштегом в Instagram, ставьте пальчик вверх, если видео оказалось для вас полезным. А мы с вами увидимся в других видео. Вяжите с удовольствием. Пока!